Несмотря на то, что наука за прошедшее столетие открыла больше, чем за всю историю человечества до него, все еще остаются загадки, которые оставили многих ученых в полном неведении. Всем привет! С вами Финемор. В Таосе, штат Нью-Мексико, посетители и жители в течение нескольких лет жаловались на слабое низкочастотное гудение. Около 2% жителей сообщили, что слышали звуки. Уникальность заявлений заключается в том, что люди слышат не один и тот же шум, а разные, что указывает на то, что их восприятие звука является субъективным и что они, вероятно, не слышат объективно один и тот же шум. Некоторые считают, что это вызвано необычной акустикой. Другие подозревают массовую истерию или какую-то тайную зловещую цель. Как сообщает LifeScans, независимо от того, описан ли звук как гул или жужжание, психологический, естественный или сверхъестественный, никто еще не смог определить источник. В Калининградской области России есть место под названием Танцующий лес. Он наполнен соснами, которые скручены и превращены в кольца, спирали и другие формы. Посажены в 1960-х годах. Это единственные породы деревьев, которые так скручиваются. Теории предполагают, что причиной поворотов являются помехи от гусениц, сильного ветра и неустойчивой почвы. Местные жители называют это место любопытным названием «Пьяный лес». Примерно в 220 миллионах световых лет от Земли есть нечто, называемое Великим Аттрактором. Это гравитационная аномалия, которая тянет к себе всю нашу галактику. С момента Большого Взрыва вся Вселенная расширялась, поэтому вполне логично, что наша галактика будет двигаться, но не в том направлении, в котором он движется. Некоторые утверждают, что причиной этого могла быть темная материя. Однако некоторые предполагают, что мы не можем увидеть, что тянет нас к Великому Аттрактору, поскольку наша галактика закрывает обзор. Вы когда-нибудь находили мурлыканье кошек милым? Что интересно, нет никакого научного объяснения того, почему кошки издают такой звук. Одно из предположений состоит в том, что частота вибрации мурлыканья заставляет кости затвердевать в ответ на давление. Многие лечебные частоты в терапевтической медицине для людей соответствуют частоте кошачьего мурлыканья от 25 до 100 Гц. На самом деле ни у кого нет объяснения, почему кошка мурлычет. 7 августа 1994 года городок Оквилл стал свидетелем необъяснимого погодного явления. Ливень из студенистых, полупрозрачных капель обрушился на регион. При осмотре ученые были потрясены, обнаружив, что капли содержат клетки крови человека, хотя для объяснения ситуации было предположено несколько теорий. Самая популярная из них была названа теорией медуз, которая связывает ее с военными бомбардировками. В нем говорилось, что капли могли быть результатом того, что рой медуз был разнесен на куски во время бомбардировок океана, которые затем превратились в дождевое облако. Несколько жителей Оквилля сильно заболели после недавнего ливня, и большое количество кошек и собак, которые контактировали с этим веществом, заболели и скончались, говорится в информационном буклете. В Сибири есть кратер под названием Патом. Это насыпь высотой 139 футов и длиной 520, сделанная из битого известняка. Животные к нему не подходят. Местные жители считают, что кратер как-то ассоциируется со смертью. Кратеру, обнаруженному в 1949 году, всего 500 лет. Некоторые предполагают, что кратер был вызван падением метеорита. Другие предполагают вулканические действия, а некоторые указывают на его газовое происхождение. Дели богат историей с множеством старых памятников и исторических артефактов. Одна из самых вызывающих любопытство структур, которые вы найдете в Дели, это железная колонна, стоящая прямо в центре комплекса мечети Куватул. Этот столб просто чудо металлургии.
Стойка изготовлена из кованого железа на 98%. Ее высота составляет скромные 7,3 метра, но она весит чуть более 6 тонн. В этом нет ничего новаторского, пока вы не узнаете, что этому железному столбу более 1500 лет, и на нем нет ни капли ржавчины, несмотря на то, что он веками подвергается воздействию стихии. Подобно многим памятникам в Дели, железный столб может рассказать много историй. Некоторые из них окутаны тайной, некоторые в значительной степени задокументированы и установлены. На колонне есть надпись. Надпись состоит из 6 строк, состоящих из 3 строф. Сценарий написан на древнем языке брахми. В нем описывают героические подвиги царя по имени Чандра, предположительно из периода Гупта, в возрасте колонны. Ученые и историки со всего мира пытались разгадать тайны колонны. Во-первых, удивительно знать, что в то время существовала технология производства такой высококачественной стали. Другой загадочный аспект колонны связан с ее местонахождением. Первоначальная установка столба произошла недалеко от Удайагири, Мадхья-Прадеши. Дели – не первоначальное место расположения железной колонны. Нет сомнений в том, что столб был принесен сюда. Существует убедительное доказательство того, что первоначальное местонахождение столба было в Мьядх-Прадеше, другом индийском штате. Таким образом, возникает следующий вопрос: как он был перемещен на его нынешнее место 1000 лет назад? Железный столб был объектом восхищения многих ученых-историков и металлургов в течение долгого времени, поскольку в них было написано несколько книг и даже научных статей с основным предметом изучения этого столба. В одной из таких книг «История железного столба Дели» автор заявляет, что первоначальная установка столба произошла недалеко от Удайагири. Позже монголы захватили Удайагири, и султан перевез колонну в Дели в знак победы. Это одна из наиболее правдоподобных теорий, скрывающих загадку первоначального местоположения колонны. Также существуют научные теории, объясняющие тайну того, что столб не накапливает ржавчину спустя 1000 лет. По мнению экспертов Индийского технологического института в Канпуре, относительное отсутствие ржавчины можно объяснить образованием пленки месовита на железной опоре. Считается, что этот тонкий слой, состоящий из кислорода, водорода и железа, образовался над столбом примерно через 3 года после его установки. Он распространился и образовал тонкий слой над железным столбом более 1000 лет. Считается, что древняя индийская техника обработки железной руды и превращения ее в сталь привела к образованию большого количества фосфора в готовом металле, и это является причиной образования тонкой защитной пленки вокруг столба. Опять же, не совсем понятно, откуда у древних индийцев в то время были инструменты и технологии для производства такой высококачественной стали. Исследования, проведенные в 1963 году Гхошем из Национальной металлургической лаборатории, предполагает, что столб был создан путем ударов по кускам горячего железа для придания ему формы. Каждый кусок весил от 44 до 66 футов. Если внимательно присмотреться к поверхности столба, видны следы от кованого железа. Гош считает, что на создание столба у 120 рабочих потребовалось 2 недели. Если оставить в стороне все теории, где вы не встретили объект, о котором люди не очень хорошо разбираются, некоторые просвещенные члены местного населения часто порождают вокруг него суеверие. Железный столб в Дели не исключение. Считается, что если вы можете обхватить столб руками до тех пор, пока ваши пальцы не коснутся друг друга, вам нужно будет немного удачи. Но каковы бы ни были ваши убеждения, в этом столбе есть что-то очень странное, техническое мастерство, необходимое для его изготовления, и тот факт, что он не заржавел в течение тысячелетий, подвиг, который до сих пор не считается возможным. В 2002 году британский писатель Гевин Мензис опубликовал книгу под названием «1421 год, когда Китай открыл Америку». Как следует из названия, книга постулирует, что китайские моряки открыли землю Северной Америки в 1421 году, более чем за 70 лет до того, как Христофор Колумб высадился на континенте. Открыли ли китайцы Америку?
или предположение Мензиса еще один случай псевдоистории. В книге Мензис задает вопрос, лежащий в основе его теории. На некоторых ранних европейских картинах мира были нанесены на карту земли, которые в то время считались неизвестными. Мензис спрашивает, кто мог зафрахтовать и обследовать эти земли до их открытия европейцами. Автор приходит к выводу, что это должно быть исследователи из Китая, поскольку только у них в то время были деньги и рабочая сила для отправки долгосрочных экспедиций по всему миру. Мензис предполагает, что император Юнле во время династии Мин послал исследовательские флоты между 1421 и 1423 годами. Эти флоты, по-видимому, находились под большим наблюдением адмирала Джэньхэ и в конечном итоге открыли Америку, Австралию, Новую Зеландию, Антарктиду и северо-восточный проход. После выпуска книги мгновенно стала хитом и в течение многих недель в 2003 году числились бестселлером New York Times. Одним из главных доказательств, на котором основана теория Мензиса, является китайская карта, якобы датированная 1418 годом, на которой показаны Мировой океан и все 7 континентов. Особенно Северная Америка изображена с поразительной точностью. Однако это доказательство прямо противоречит утверждению самого Мензиса об экспедиции, поскольку исследования начались только в 1421 году. Как была создана точная карта мира за 3 года до этого? Специалисты утверждают, что карта – подделка, созданная позднее. Даже обычно шовинистические китайские ученые сочли находку несерьезной. Они указали, что картографическое изображение Земли в виде 2 кругов на плоском листе является европейским. Самая очевидная ошибка, показывающая Калифорнию как остров, явно заимствована из ошибок, допущенных на европейских картах 17 века. Предполагается, что помимо китайцев еще несколько групп первыми открыли Америку. Одно из ведущих утверждений, что ирландские монахи высадились на континенте когда-то в течение VI века до нашей эры. Монах по имени Санкт Брендон сказал, что плавал в Северную Америку в деревянной лодке, покрытой кожей животного. Считается, что его приключения записаны в аналах Ирландии. Несмотря на то, что святой Брендон – реальная историческая личность, о которой известно, что он путешествовал по всей Европе, нет никаких фактических доказательств того, что он когда-либо вступал в контакт с Северной Америкой. В 1976 году писатель Тим Северин создал точную копию лодки святого Брендона и прошел аналогичным маршрутом, чтобы приземлиться в Канаде. Однако то, что такое путешествие возможно, не означает, что оно действительно произошло. Теория о том, что викинги открыли Америку, имеет реальные доказательства и подтверждения, как факт большинством историков. Около 1000 года до нашей эры исследователь-викинг по имени Лейф Эриксон высадился в месте, которое назвал Винланд. Это место было идентифицировано как провинция Ньюфаундленд в Канаде. Эриксон пробыл в Винланде всего несколько лет, прежде чем вернулся в свой дом в Гренландии. В 1960 году в районе Ньюфаундленда было обнаружено древнее норвежское поселение, а в последующие годы были раскопаны фундаменты 8 построек. Напишите, что вы думаете об этом. Спасибо, что были со мной. Здоровья, мира и процветания вам и вашим близким. Пока.